Всем огромный привет, дорогие и уважаемые мои. С вами Алена Пестова, и вы на моем YouTube-канале. И сегодня мы с вами будем делать мейк губ. Вам нужно обязательно досмотреть этого видео до конца, и я расскажу тот самый красивый результат, который подходит вообще абсолютно всем женщинам на этой планете. Сегодня буду делать 3 вида красивого макияжа. Конечно же, трендовая техника будет сегодня. Это губы в 3D технике. Я ее, кстати, даже использую в перманентном макияже, когда делаю. И да, у нас уже было видео на YouTube-канале, как мы с топовым визажистом Лейлой Шакировой. Она делала мейк, а я рассказывала, какими продуктами можно сделать подобные результаты, которые женщины очень часто запрашивают в кабинетах у визажистов, мастеров перманентного макияжа. Заранее я подготовила лицо к мейку, и сейчас мы будем с вами делать красивый макияж. Очень часто женщины любят делать, как говорит моя любимая подруга, я вот крашу губы, выходя далеко за пределы контура, она их называет «я выхожу за буйки». Вот сейчас мы с вами сделаем тот самый макияж, который, кстати, очень часто использует в своем мейке Джей Ло, и это прям стопроцентная история, и этот макияж придуман для того, чтобы увеличить объем губ. Давайте я покажу, каким образом это делается. У меня сейчас в руке простой карандаш от Романовой Makeup, который называется Ice Kiss. И я прям буду показывать, прежде чем я наношу, какие-то составы на губы, я увлажняю их. Ну, сегодня я использовала такой вот бальм от Dior. Обычно это может быть наш бальм. Тестирую, пробую. Мне очень нравится, что она без вообще какого-либо аромата. Она, действительно просто приятная текстура, которую я рекомендую использовать в домашних условиях. Так вот, я взяла обычный карандаш, и сейчас я прям к вам повернусь и буду создавать тихонечко красивый визаж. Задача, когда мы работаем с светлыми пастельными тонами, понятно, что все прокрасить, но и создать определенные тени. Если я буду рисовать губы только по красной кайме, по контуру, то это не даст мне тот результат, который я хочу получить. Давайте я покажу, что я делаю в первую очередь. Итак, я нахожу центральную часть, вот, допустим, 2 наивысшие точки, и за пределы контура выхожу и отрисовываю такую практически прямую. Поставили такую галочку. Если я растяну ее, это практически прямая линия. И сейчас мы будем тянуть от наивысших границ. Прям можно еще сильнее выделить ее, чтобы карандаш стал более ярким и насыщенным. И начиная прямую линию проводить за пределы контура, выходя, отрисовывать буду спинки губ. То есть не по границе красной каймы, а выходя за пределы. За вот этот вот гиалуроновый валик, я его так называю, если мы будем рассматривать мои губы. Но у кого-то ее нет, и вы можете далеко прям выходить за пределы, создавать эффект объемных губ. При всем при этом, если я буду рисовать это, допустим, ярким насыщенным карандашом, это может смотреться агрессивно. Когда мы рисуем такими карандашами светлого пастельного цвета, это будет только создавать красивый эффект губ. И давайте я просто покажу. Создала такую спинку. Есть ощущение, что я вышла за пределы контура, подчеркнула, но при этом это не смотрится вообще никаким образом агрессивно. То есть показываю. Здесь очень важно проговорить, что от наивысшей границы до комиссуры, до места, где верхняя губа и нижняя губа соединяются, до вот этой складки, я веду довольно-таки прямую линию, я не изгибаю вот эту вот спинку, чтобы не получить клоунады на лице, чтобы не было эффекта клоуна. Линия всегда практически прямая. Включила училку, сделала красивый объем, поддала, еще чуть-чуть закруглила, дала объем, и также зеркаля с другой стороны. Мы можем проводить и туда, и обратно, когда мы работаем вот такой мягкой текстурой карандаша. Когда мы делаем с вами карандашом, допустим, POP 004, в составе которого воск, это может создать такой сгусток, неровность наложения, потому что он пересыхать будет. Поэтому там другая история немножко. Это обычный вкусный карандаш, которым можно реально извозюкать все лицо, и получить нормальный мейк. Сколько бы раз я не прошлась по той зоне, по которой я уже ранее пробежалась, собственно, ничего страшного не будет, только будет насыщение цветом, поэтому, не паримся сильно. Здесь как вот с умной текстурой, про которую я буквально недавно говорила в другом уроке, когда рисовала стрелки, про то, что текстуры, допустим, карандашей или подводок, они бывают разные. Вот если, допустим, что-то пересохло, то, я уже не могу по этому месту пройтись, будет какая-то ерундистика, скатается, потом мейк не получится. Вот с этим карандашом такая же история. Настолько нормально себя ведет текстура, что я могу даже через 2 часа после приема пищи просто подкрасить, и все будет замечательно.
замечательно, нигде ничего не уедет, все будет нормально, он будет себя вести мягко и нежно, как, в принципе, при первичном использовании. Так что здесь никаких проблем нет. Что мне еще нравится? Ну вот очень часто мы с вами за пределы контура выходим яркими, насыщенными текстурами. Там может получаться, там, где ус есть, но вот очень часто на границе красной каймы и, собственно, кожи есть усики. Пропуск в трусики. Здесь я бы все-таки вам рекомендовала использовать подобные текстуры, мягкие, которые не создадут вот этих непонятных историй и не подчеркнут ус по всей длине. Здесь сейчас ус есть, в принципе, но как бы он прикрыт карандашом. И то же самое здесь. Сначала начинаю красить за пределы контура, отрисовываю форму, и уже потом в конце вот таким вот образом слюну глотнула и вошла. Этот карандаш в любом случае подойдет всем нам, всем тем, кто хочет создать эффект объемных губ, ну и кому не нужны слишком насыщенные яркие губы, кто выделяет чрезмерно ярко верхнюю треть лица, это яркие ресницы. Я считаю, что на лице, в принципе, всегда должна выделяться только одна зона. Это либо глаза, либо яркие губы. Акцент мы ставим всегда на одной зоне, чтобы не казаться слишком вульгарным. Не подходит только девчонкам, у которых кожа очень яркая, коричневая, да, это афроамериканки, азиатки слишком с коричневой кожей, то есть это будет просто создавать эффект выбеливания. Обращаю ваше внимание, что у меня получились такие вот красивые губы, просто, обычно. И что бы я здесь вам порекомендовала? Ну, во-первых, мы можем взять какой-нибудь состав более перламутровый. В данном случае я беру Maximizer Pink, я уже ранее о нем говорила. Это от Dior. И делаю вот такое вот легкое втирание на внешнюю слизистую. Таким вот образом, чуть-чуть создавая перламутр. Можно использовать блеск более светлого цвета. Вообще, в принципе, подходит любой прозрачный блеск, либо светлого подтона. Вы наносите на слизистую, на внутреннюю, и у вас вот такой красивый мейк получается, чуть-чуть перламутровый. Красиво смотрится, красиво носится. Каким образом вот подобный мейк можно еще освежить? У меня тоже от Dior есть вот такой вот тинт кораллового цвета. Я его наношу на губы и делаю тоже вот такую вот легкую внутреннюю слизистую прокрашиваю и создаю такой красивый румянец на губах. Только слизистая. Можно красным цветом, можно довольно-таки коричневым цветом все это делать. Тоже будет получаться очень красиво. Кому не очень нравится вот этот холод, да, который я создала, вот такая вот красивая работа, которая, в принципе, ну, тинт носится длительное время, и этот мейк будет служить вам верой и правдой в течение там нескольких часов точно. Немножко вышли за буйки, и не надо делать увеличение губ. Вот такая вот красивая история у нас получилась. Есть еще вот такая вот история. Это тоже тинт. Можно вот так вот отрисовать. Все это в сочетании друг с другом, в принципе, очень сильно подходит. Кто любит блеск, пожалуйста. Сначала немножко выходим за буйки, создаем вот эту красивую теневую историю, которая подчеркивает весь наш с вами выворот губы. И, пожалуйста, вот такая вот история получается. А я перехожу к следующему мейку. Давайте вы обязательно напишите сейчас, нравится вам такой формат или нет. Используете ли вы светлые оттенки и как вы их наносите, потому что очень многие знают точно, девчонки берут карандаши и говорят, у меня не получилось так накрасить, как ты. Вот здесь самое важное во всей этой истории — просто, когда вы берете светлые карандаши, выйти за пределы красной каймы, то есть за валик. И будет вам красивый объем, красивый выворот как раз-таки создаст еще больший теневой эффект, что, собственно, сделает ваши губы объемнее и подчеркнет форму, которая скрывается, когда губы не накрашены. Перейдем к следующему мейку. Это у нас будет 3D-эффект. Я сделаю сейчас 3D-шечку. Сейчас у меня 48-й карандаш от Шуши, как вы хотите его называйте. Я беру темный карандаш и начинаю миллиметрить. Начинаю, на самом-то деле, с центральной части верхней губы, поэтому сейчас ротик прикрою и поеду. Я сейчас отрисовала галочку. Конечно, мейк делается прям по границе красной каймы, да, не выходя за пределы контура. Я не очень сильно люблю это делать, потому что мягкая текстура карандаша, и когда мы будем выходить за пределы, ну, может, ну, просто-напросто подчеркнуть поры, прям вот эти вот все точки, да, волоски, поэтому двигаемся прям по природным губам. 3D-техника, поэтому вот, ну, она подходит действительно всем тем женщинам, у которых довольно-таки объемные губы. Если мы будем рисовать
3D-технику на узких губах, то это приведет к тому, что губы будут еще меньше, поэтому 3D-шка, она в принципе создает 3D-эффект и как будто бы зрительно чуть-чуть делает губы меньше. Подчеркивает, да, но вот если мы говорим про 3D, это всегда объемная тема, поэтому делайте на объемных губах. Да, вы можете попробовать и на тонких губах, но это, скорее всего, не даст вам того результата, который вы хотите добиться. Если вы хотите сделать на тонких губах эффект 3D, то я рекомендую также использовать карандаш романовый, выходя за пределы контура. Углы немножечко уже растягивать вот этим карандашом более темного цвета. И тогда вы будете получать 3D-шку. Не по всему периметру губ, а вот именно по тем частям, которые, ну, собственно, вам хочется подчеркнуть. Я делаю такой наметочный контур, показываю вам. Линия опять прямая, двигалась только по красной кайме. Здесь очень важно также не изгибать спинки. Делали наметочный контур и растянули карандашом контур и приконтурное пространство. Вот таким-то образом. Затемнили сразу же углы. Это в 3D-шке приветствуется только. И перешли на нижнюю губу. Нарисовали вот такую красивую улыбочку и растянули цвет. Можно растягивать только углы рта. Вот так вот красиво пальчиком растянули. Задача 3D-шки, да, образовать объем. Центр мы оставляем светлый, а уголки докрашиваем прям темным цветом. Смотрите, у меня получилась вот такая красивая основа. Давайте назовем ее темный корсет, скелет, который подчеркивает всю природную красивую границу губ. Ну и, собственно, что это говорит? Красавица женщина. Дальше хочется что-то светлое, да, уложить. Либо наоборот розовое. Опять беру мой любимый карандаш Ice Kiss и начинаю растягивать цвет вот именно в центральной части. Фактически я могу пройтись также по тем темным местам этим карандашом. Также. Но большая часть я все-таки докрашиваю именно центр и слизистую. И у меня получается вот такой вот красивый, прикольный мейк. Потом еще беру темный карандаш до того же цвета. Уголки подкрашиваю. Могу поиграть с уголками. У меня получились такие губы. Яркие, насыщенные. Дальше можно выбелить светлым, а можно сделать, опять-таки, освежить его немножко. Это прям мейк, как у Ким Кардашьян. Она очень любит яркие такие губы. Чтобы освежить, можно либо розовый, персиковый добавить, либо красный. Это тоже очень красиво делать именно нижнюю границу красным цветом. И вот он оживает, освежает. Я выгляжу не как труп. Как оно? Напишите-ка. Нравится вам такой макияж или нет? Я просто вот сейчас слишком ярким и насыщенным сверху нанесла. А на самом деле можно прям понежнее, поспокойнее цвет использовать, который будет более гармонично смотреться на вашей внешности. Вот такая вот красота. Ну, в общем, я думаю, что выглядит очень даже достойно. Очень хороший вопрос на тему того, к кому подходит. Ну, во-первых, это определенная категория модниц, типа меня, у которых идеальные губы, раз. И чем бы мы ни нанесли ярким, насыщенным цветом, это все равно будет смотреться красиво. Женщины, которые ярко и красиво общаются, которые рассказывают что-то, ну я не знаю, которые проявляются, это однозначно им подходит. Не подходит тем, у кого есть асимметрия, да, так как такие насыщенные яркие оттенки только будут подчеркивать асимметрию, это однозначно. Это не подходит женщинам, которые не чувствуют себя комфортно, когда у них черный рот, да, подкрашенный темным ярким карандашом, это 100%. Не подходит, наверное, все-таки блондинкам, но можно заменить подобный карандаш на теплый коричневый. У меня он действительно сейчас холодный коричневый. Можно взять что-то на тон поспокойнее для блондинок и использовать в той же самой технике чуть-чуть другими оттенками. Ну, не подходит всем тем, кто такое попробовал и сказал: нет, это не моя история, я не хочу. Подобный мейк не подходит тем женщинам, у которых кривые зубы.
или отсутствуют зубы. Это, еще раз повторюсь, будет только подчеркивать какие-то несовершенства. Они есть, поэтому, я не очень люблю такие истории. Вот представьте, у меня бы были сейчас желтые зубы. Покажите меня с желтыми зубами и наложите этот мейк на желтые зубы. Я вам 100% говорю, вот этот вот борт и вот этот вот цвет, он только подчеркнет несовершенство улыбки. Поэтому пробуйте, конечно, если вы максимально в себе уверены, то дерзайте. Подобная история однозначно привлечет внимание вашей аудитории. Для кого-то, возможно, корректные комментарии нехорошие и любые упоминания, как говорится, приветствуются, кроме некролога, тогда это ваша история. Кстати, напишите, кто стирает мейк бумажкой туалетной из общественного туалета. Мейк, который подходит вообще всем. Самая классная тема, что не надо париться, да, вот у меня на самом деле в косметичке я всегда вожу с собой 4 только карандаша, мне нафиг не нужны помады, это я выпендриваюсь просто постоянно. Хотите, скажу, сколько я потратила в Диоре? Это только надо будет вырезать или потом где-нибудь ставить, чтобы Денис не увидел, блядь. 1200 евро, блядь. Вот 24/7. Купаюсь, отдыхаю, загораю под любой мейк. И даже если глаза не накрашены, вот 4 карандаша я выбираю просто по подтону. Пупа 0,17. Обрубок пенек, я его называю. Он коричневого подтона, холодный коричневый. Дальше у меня Пупа 004, это понятно, это топ моих средств, которые я использую. Чаще вот использую его и Романову, который я проговорила. И Шу, мне очень он нравится, 48-й. Можно быстро нанести, нравится его текстура, и нравится, что он стоит там 100 рублей, что ли. Раз положил в сумку и кайф. Это все-таки подходит для всех женщин, которые вот не парятся, да, один раз нанесли на себя, и в течение 3-4 часов губы у них находятся в нормальном, неподвижном состоянии, то есть единственное, там стирается центральная часть. Все очень кайфово. Посмотрите мои мастер-классы, как рисовать, и будете пробовать, присылайте. Комментарии тоже пишите. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь, потому что здесь много будет всяких ништяков, бытовых, профессиональных, разных. Прям я вас буду ждать, потому что очень часто мы проводим всякие там мастер-классы, профессиональные, непрофессиональные и новенькие, как говорится. А дайте я сделаю, чтобы долгое время не тянуть. Коричневый верх и холодный розовый низ. И вы посмотрите, как, в принципе, они себя ведут, насколько они отличимы друг от друга. И, собственно, покажу вам, как темным блеском еще в конце докрасить, чтобы получить еще более насыщенный цвет. Помним о том, что текстура восковая, и надо быстро сделать это грязное дело для того, чтобы не пересохло и для того, чтобы не скаталось. Поэтому, если выбираете Пупу, карандаши, они, да, очень сильно стойкие, но Пупа 004 должна быть уложена очень профессионально, быстро для тех, у кого поставлена рука в форме. Губы подготовленные, увлажненные. Обязательно на сухую текстуру лучше не наносить восковые карандаши, потому что это приведет к скатыванию, к неровному наложению цвета, поэтому будьте аккуратны. Увлажнили губы, и он все равно... Да дай ты мне, блядь, сказать-то! Не надо так смотреть-то на меня. Губы должны быть увлажненные, карандаш все равно подсохнет и все равно будет выполнять свою функцию по длительной носке. Блядь, дайте отдышаться. Короче, я сделаю такую скатку, смотрите. Легкие движения карандаша. Я отрабатываю на небольшом участке, чтобы проявить его яркость. Не перехожу, да, никуда дальше, пока не доработаю и не удовлетворюсь плотностью цвета. И также здесь. Такие микровтирающие движения. Иначе, если мазюкать, сами знаете, что ничего хорошего, кроме быстрой кончины, не будет. Это все, что в голову сейчас пришло про кончину. Вот так вот я аккуратненько тоже делаю 3D-шечку. При помощи этих текстур тоже можно делать 3D. Просто 3D-шка будет более такая бытовая, нормальная. Здесь тоже может на помощь прийти карандаш, наш с вами любимый, это Романова, для высветления, но мы это делать не будем сейчас. Я покажу немножко другую историю, более темную. Карандаш держу не вот прям 90 градусов, как в перманенте, а так, чтобы я видела край карандаша, чтобы он моему взгляду был доступен и понятен. Отрисовала, уплотнила и чуть-чуть тяну. Если говорить на языке перманентного макияжа, делаю такую легкую сеточку или веерочек. Вот. Да? Сделала.
разложила. И все, отличненько. Откладываем карандаш коричневый, берем холодный розовый и делаем нижнюю границу. Я отрисовываю нижнюю часть, поднимаю к сфинку и также плотненько укладываю цвет. Углы рта раскрашиваю. Вот так вот раскрашиваю. Они на самом-то деле как будто бы похожие, как будто бы одинаковые, но вот у Пупа 004 такой есть лиловый подтон, который очень многие любят. Вот. Отложили, разложили, центр оставили. На холодные розовые губы я сделаю вот этим вот маслом от Dior, холодным розовым, либо нашим Найсом. Нижняя граница вот так вот открашиваю. Опа. Только центр, смотрите. Отработали. Верхнюю губу я нанесу вообще холодным коричневым, тоже от Dior. И вот такая прелесть у меня получается. Смотрите. Кому надо розовость, оставляем розовостью. Кому нужен холодный коричневый подтон, можем взять вот этот вот 0,20 диоровский прозрачный холодного коричневого подтона цвет блеска и используем. И у нас получается абсолютно два разных мейка, которые можно использовать на разные случаи жизни. Можно без розового блеска, можно сюда, еще раз повторюсь, на центральную часть нанести светлый карандаш или светлую помаду, ну и, собственно, все будет у вас, в принципе, замечательно. Используем в разные случаи жизни, на разные случаи жизни. Можно просто карандаш, который создаст эффект перманентного макияжа, и можно с блеском, что только сделает вас ярче и насыщеннее, в общем, более проявленный. Я думаю, что этот мейк вам довольно-таки сильно понравился. Пишите свои комментарии, что думаете на тему этих трех разных форматах мейка губ. Подписывайтесь на мой канал и следите за новыми новостями, за новыми уроками, мастер-классами, советами, которые здесь будут постоянно теперь появляться. С вами была Алена Пестова. Давайте. Целую вас крепенько. Пока-пока.